Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события июня, события будущего. И я вас хочу поблагодарить за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу поддержку, что смотрите мои видео и читаете мои публикации. Июнь – это первый месяц лета, и доброе небо июня требует от нас некоторого терпения. Хорошо пробовать что-то новое, словно примерять на себя, подходит, не подходит. Научиться смотреть далеко вперед, изменить как образ мышления или решиться на что-то. В июне противопоказано волноваться по пустякам, по какой-то ерунде, которую мы сами себе надумали. Строить вокруг себя заборы, словно огораживаться или отгораживаться от мира. Не лишайте себя радости, мои дорогие львы. Отпускайте то, что вас раздражает. Не реагируйте на это эмоционально, потому что нужно быть добрее к самим себе. И все мы будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры, как и до конца 2025 года. Но я бы сказала, что больше это будет касаться 2026 года огненной лошади. Но мы с вами пока говорим об июне. Итак, давайте узнаем, что же там за события будущего. И у нас сегодня цыганский старинный пасьянс. Никогда не знаю, что тут выпадет, совпадет. Рандомные значения, маленькие карты. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. А также вы можете поддержать мой канал спонсорской поддержкой. Вся информация тоже будет в описании под видео. События ближайшего будущего. События июня для львов. Что же нам расскажут карты? Смотрю я, смотрите и вы. Пока не вижу совпадений. Давайте дальше будем смотреть. Вообще-то любовь. Вот прямо в самом начале. Роза – это любовь. Значит, это сфера личных отношений. И здесь у каждого понятно по-своему. У кого тот, кто семейный, значит, человек, или те, кто из вас в паре. Но больше взаимопонимания, проявления этой самой любви, эмпатии, участия. Ну, кто знает, для тех, кто один или одна – какая-то персона может проявлять или оказывать вам знаки внимания, может привлекать к себе внимание. Но, может быть, и вам кто-то понравится. Я этого тоже не исключаю. Кольцо обозначает прочный союз. И у кого-то это в личной жизни может проиграться, у кого-то по работе. Прочный союз даже может быть и с руководителем. Или какие-то ваши намерения, вы в них тоже утвердитесь, и все равно, как минимум один человек, раз кольцо выпадает, это тот, кто вас поддерживает, кто с вами, по сути, согласен. Череп – это не есть что-то конкретное, это наши переживания. Поэтому, ну, наверное, без переживаний мы все не проживаем, ну, пожалуй, даже не дня. Все равно есть какие-то такие моменты, когда либо они спорные, и мы не можем определиться сразу, да, либо начинаем что-то там былое думать, вспоминать. Но, опять же, это внутри вас самих, внешне ничто не мешает. Более того, еще исполнение желаний. Вы можете волноваться и переживать, получится решить какой-то вопрос или нет. Вот череп, да? А карта нам уже говорит, исполнится твое желание. Я, конечно, допускаю, что это может быть что-то. Одно вы решаете, исполняется желание, но это точно. Причем, посмотрите, одновременно с кораблем, один из символов Меркурия, у кого-то это может означать добрые перемены или путешествия. Может быть, и работы много, или каких-то иных дел, может быть, и по личной жизни, когда перемещения. Может быть, короткие какие-то путешествия, но это все к уверенности. Якорь, мои дорогие. Ну, а кто-то сам себе может надумать. Вот надумывать мы все мастера, правда? Можете надумать, что ой, а вдруг не получится. Ой, или там что-то, какое-то дело не состыкуется, не выгорит. Все получится. Ну,
Даже если есть какие-то шероховатости, то значит что-то очень важное, такое, знаете, знаковое, все-таки у вас в июне решится. Любовь, деньги. Венера вам помогает, это точно, потому что Венера это не только любовь, но это еще и финансовое наше благополучие. Может, вы переживаете как раз по финансовому вопросу, получите или не получите. Возможно, и вам придется где-то себя так перестроить на какую-то новую финансовую концепцию. Возможно, это значение просто говорит о том, что какая-то новая система, может быть, будет, даже по месту работы. Как-то по-новому будут выплачивать, допустим, ваш оклад, или вам предложат какую-то подработку, или сами вы ее ищете, или, к примеру, есть основное место работы и есть дополнительная работа. Но вот, видимо, через концепцию денег все равно какие-то важные решения вы будете принимать, и это вам во благо. Что скажешь? Позитивный, в принципе, даже по раскладу на пасьянсе цыганском. Вот такие перспективы вам раскрывают карты. В нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды, как по горизонтали, так и по вертикали. Вот я смотрю, что у вас еще совпадает. И пока не вижу. Но я должна сказать, что и те, которые значения мы чаще относим к знаку минус, да, у вас не совпадают тоже. То есть вот каких-то помех, вот я к чему, я не вижу. Ни змея не совпала, ни маска не совпала, ни колокол не совпал. То есть по колоколу это какие-то внезапные, ну, как мы что-то слышим и или информация, или новость, или когда нас ставят перед фактом. Нам с этим нужно что-то делать, а для нас это неожиданно. Правда, не вижу, поэтому вот такие исполнения желаний, любовь, деньги и уверенность. Поэтому не мучайте себя, я до карт сказала, не лишайте себя радости. Идем с вами дальше, и первая наша карта, ну как расклад. Что же прояснится для вас, мои дорогие львы и львицы? С чем это будет связано? Что прояснится? Вторая карта неожиданности. А третья – добрые события. Что вас приятно удивит? Что вас будет радовать? И давайте узнаем, к чему же это все идет. Вот на этот период давайте узнаем дела, работа, бизнес, может быть, документы, учеба. У кого с чем будет связано? Ну вот деловой аспект все равно. Финансовая история. Что нам подскажут, и личная жизнь, энергия. Итак, что же у вас прояснится, какой вопрос? Королева мечей. Ну, тут вы настроены очень рационально, холодно. Явно есть какая-то задумка. И, кстати, вы надеетесь сами на себя. Это рост может означать карта вашей независимости, но еще и независимости вам добавляет молчание. Потому что по королеве мечей это та, которая обладает достаточным интеллектом, имеет возможность так вот холодно, здраво что-то просчитать. Вот такие энергии вам совершенно необходимы. Но у вас выпадает еще и любовь, как бы, да. А тут по королеве мечей не совсем про любовь. Но, может быть, это вы, и как и мужчины, так и девочки мои дорогие, вот более таких жестковато-холодных энергиях. А может быть, какой-то опыт прошлого вас заставляет быть вот где-то неприступной, снежной крепостью, может быть, я такое допускаю. Но прояснится, тут явно ведь что-то прояснится. Может быть, то или тот вопрос, с которым были связаны некоторые надежды. Может быть, это у кого-то по работе. Кстати, все-таки мечи у нас иногда олицетворяют именно документы. Когда мы что-то подписываем, и там, понятно, рациональность нам совершенно необходима. Ну, может быть, и подсчитать что-то придется математически, это тоже где-то допускаю. Поэтому есть те дела, по которым вы действительно можете расставить все точки над «и». Именно благодаря тому, что нет эмоций. И вы где-то не торопитесь давать обещания, вот самое главное. Что бы вы тут не услышали, какая бы тема у вас не прояснилась. Вот обратите внимание, даже в карте прорисовано. Никуда не торопится наша королева мечей. Она сидит и думает. Это не значит бездействие. Она готовится
какому-то, словно квантовому прыжку. А вообще ведь это прообраз Юдифии. И мы, как знаем из истории, из Ветхого Завета, уж отрезала так отрезала. Но, понятно, ее план, он был ею многократно продуман, и надеялась она, опять же, на себя. Вот, видимо, есть какая-то тема, которая у вас шаг за шагом, может быть, и проясняется, и она требует доработки. Что-то вам нужно будет додумать. Будьте внимательны к информации, потому что явно тут не придет что-то малозначимое. Каким-то образом либо факт, либо событие, либо новость нужно переложить на программу собственных действий. Видимо, это имеет значение. Пусть не на июнь даже. У нас июнь идет в добрых энергиях таких, ну, где-то больше релакса, я могу такое предположить, или больше эмпатии. И даже если вы в июнь много работаете, ну, вот сама общая атмосфера, она более такая лояльная, добрая, мягкая, нежная. Вот, ну, такие эпитеты мы можем применить. Но вот уже июль. Это будет первый заход Урана в знак зодиака Близнецы. И это несколько иная концепция, с которой мы можем столкнуться в виде конкретных каких-то событий, информационный, может быть, хаос. Одним словом, кому интересно, переходите на мой сайт, там поподробнее. Я оставлю ссылки в описании под видео, есть там и на июнь астрологический прогноз, и до конца года. Прочитайте, вот какие планеты, транзиты планетарные на нас оказывают влияние. Но, видимо, с чем-то вам нужно быть вот такой продуманной. И это просто энергии. Мы рассматриваем архетип. Поэтому даже если меня смотрят мужчины, хотя я допускаю, что, может быть, есть конкретная женщина, вот такая очень вдумчивая интеллектуалка, которая немножко сама по себе, а она для вас очень важна. Может быть, это и есть любовь. И вы будете думать, как это вам с ней наладить диалог, потому что сложновато она сама по себе. Но вот в неожиданностях мечта, мои дорогие. Мечты реальны. И то, что вы задумали осуществить, у вас получится. Но вообще в колоде Таро, я часто об этом говорю, есть две карты, которые нам говорят о расстоянии по времени. Это карта Солнца, месяцев 6-8, и карта Звезда, лет 10-20. Мы выбираем направление по этой карте на долгий период. Но это первое такое значение, и по этой карте сбываются наши мечты, безусловно. Но к этому еще придется приложить некоторые усилия. Для кого-то конкретно. Расстояние вас интересует. Я имею в виду не по времени, а по километражу. И вы засобираетесь куда-то переезжать. Может быть, вы и будете что-то обдумывать, подготавливать документы или просчитывать что-то наверняка, но по аркану Звезда. Но правда, нам уже говорят, какие-то добрые перемены у вас на пороге. У каждого своя какая-то задумка. Тут перемены идут, точнее, из того, что вы хотите осуществить. И в каком направлении вы собираетесь прикладывать усилия. Здесь могут быть и такие вопросы, насколько я готов или готова углубиться в какие-то отношения, насколько я готов взять и обязательства по части, может быть, работы, новой должности, построения карьеры, открытия бизнеса. Это старший аркан. Тут есть что обдумать. Что же за добрые энергии или добрые события, которые вас будут удивлять и радовать? По королю Пентаклей проходят надежные люди. По королю Пентаклей проходит согласование в банках. Может быть и получение кредитов. Но это больше, знаете, практик. Поэтому нам и тут тоже сказали о прочном союзе. Вот, мои дорогие львы и львицы, пусть у нас король. Не обязательно, что это будет опять же король. Это может быть, ну, мужчина, да? Это может быть и девушка, и вполне хрупкая. Но вот она в таких энергиях. С одной стороны, кстати, это может быть вот этот холодный ум. А с другой стороны, точный расчет. И, может быть, вас заинтересует этот человек. Как первая встреча, я этого не исключаю. С учетом значения в пасьянсе именно розы, любовь. Но больше, конечно, это нам говорят о том, что мы что-то обустраиваем на практике. Это могут быть вопросы с домом, или это опять же касается денег, вашего благополучия. Но тут конкретика. Потому что у короля Пентаклей сложновато с вдохновением. Вот есть такая
тема, когда он, ну, в других энергиях, его жизнь, как будто по преданию, да, этой карты, его заставила, он уже какой-то опыт и с проб и ошибок прошел. И вот теперь он доверяет своим глазам и оценивает свои силы, самое главное, более чем реально. Но ведь это карта стабильности, мои дорогие, поэтому вот этот якорь, прочный союз, может ознаменовать вот эта карта как добрые события, стабилизация какой-то обстановки, решение, опять же, какого-то вопроса и даже на бумаге, что-то будет подписано, или когда вы имеете творческие проекты, или даже по работе, и есть, значит, то лицо, которое вас будет поддерживать. Я не исключаю, что это может быть человек, который в вас заинтересован. Поэтому вам тут есть что обдумать. Говорят, что бойся людей, которые в тебе заинтересованы. Хотя вся наша жизнь из этого состоит. И если это вопросы по работе, ну так там по-другому и не будет. Но вот если это вопросы личной жизни, то тут, наверное, важна будет искренность, смотря чего касаются вот эти две карты. И к чему же это все идет? Ну вот не замечтаться. Потому что добрая энергия. И добрые энергии нам придают как и жизненных сил, активности, бодрости, внутреннего такого полета, особенно по пажу чаш. Правда, какие-то приятные эмоции, комплименты. Вы в центре внимания, мои дорогие. Но вот не замечтаться, а вверху у нас королева мечей. Почему? Потому что сидит, мечтает буквально паж наш. И вот что он представляет. Куда-то он, видимо, поедет, нам многие говорят, да? Или какие-то действия, к чему-то он уже словно готов. Но вот незадача. У нас есть чаша и почему-то поросенок с крыльями. Может быть, он и представляет, что чаша это полная, а по факту она пустая. Но и наделил какого-то человека, может быть, теми качествами, которыми он не обладает. А мы знаем, свиньи не летают. Вы знаете, не торопитесь судить о людях. Тут ведь, может быть, это к чему все идет. Вам правильно нужно приоритеты расставить. Мы можем думать не очень хорошо, скажем так, о конкретной персоне. И тоже не торопитесь вердикты выносить. Вполне вероятно, так в нашей жизни бывают такие парадоксы. Тех, кого мы словно не замечали, или мы думали, ну, пустой человек, или, ну, как-то нам непонятный. Наступает время X, словно, и человек себя проявляет с такими, на самом деле, твердыми какими-то намерениями или надежными качествами, пусть это даже по работе. И мы удивляемся, что мы зря плохо думали. Но здесь может быть и обратная ситуация. Поэтому на волне эмоций нам кажется море по колено. Или вообще у вас тут что-то получается. Может казаться. Ну, я сейчас тут горы сверну. Вот такие активность такая у вас может быть в июне. Или вы будете чувствовать себя ресурсными, да? Но вот тоже не торопитесь, потому что это где-то граничит с эмоциями. Эмоции вам не подсказчик, это точно. И это не совсем на июнь, а как будто вот этот рационализм, о котором мы с вами только что говорили, вам нужно перенести и в июль, мои дорогие. Это как прелюдия какая-то. Дела, работа, бизнес какие-то, ну точно все то, что я сказала. И по семерке мечей, хоть и говорят, это карта вора, нигде это не прописано, иногда по этой карте это больше нам рассказывают о какой-то ситуации, когда мы могли, с одной стороны, довериться кому-то, а потом человек некрасиво повел в отношении нас, и мы делаем правильные выводы. С другой стороны, это можем и мы сами желать с кем-то примириться. Опять же, вот все то, что я только что говорила, если мы видим, в чем-то были неправы. Но это, видимо, как-то очень важно будет для вас по делам, но, безусловно, по семерке мечей быть гибче и договариваться придется. Подмечать все то, что происходит вокруг. Вы не должны просчитаться. Как и в плане. Вот эту уверенность, вот этот якорь придется прочно, вот эту цепь от якоря, как будто держать в своих руках, понимать, куда вы идете, что происходит вокруг, скорее всего, анализировать информацию. Безусловно, и по этой карте мы можем и ошибиться с чем-то. Поэтому... Ну, где-то рассматривайте как предупреждение, в первую очередь, если мы говорим карта вора. Не переходите по мутным ссылкам. Будьте внимательны, когда вы открываете какие-то приложения. Если выскакивает какой-то баннер, так бывает, какая-то реклама.
Фишинг у нас, к сожалению, процветает, и это зависит от нас самих. Нас никто тут не сохранит. Это мы сами должны быть где-то настороже. И если ради любопытства что-то там... А ведь, как правило, вот именно эта реклама, она какой-то кликбейт содержит. И вот прям нас подмывает. Ну-ка, дай нажму. Помните, что вы становитесь прозрачными для тех персон, которые ничего хорошего не задумали. А может быть, есть смысл подумать и поменять пароли к аккаунтам. Ну и вообще к своей наличности, к своим документам. Может быть, это и по работе. Вот конкретно даже. Не храните документы на столе. Убирайте в стол. Никогда не знаете, особенно для тех, кто именно работает, ну, такая работа, будем говорить, или руководителя, или, может быть, даже вы в пространстве в одном находитесь, да, когда много столов, как вот кабинет большой. Но берегите себя всеми способами. Деньги. Ну, не случайно вам выпали деньги, работай, у тебя все получится. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Мне всегда вот эти две мои, одни из самых любимых поговорок хочется повторять, потому что лучше и не скажешь. Это наша настойчивость. Восьмерка Пентаклей, безусловно, одна из лучших карт. Как и на деньги, так и на наши достижения. Ведь деньги – это один из способов взаимодействия с миром. В конечном итоге это наш эквивалент приложенных усилий, ресурсов. Правильно мы их потратили или нет, в том направлении или нет. Вы можете что-то тут реорганизовывать, решать или просто просчитывать. Но это уже карта профессионала, и где-то освещает эта карта переход на новый уровень. И стало быть, и по деньгам уровень тоже другой. Благополучная карта на деньги. Может быть, вам и придется принимать какие-то ваши важные решения. Личная жизнь. Ну, тут нам карта говорит, будь осторожен. Не торопись, вот это точно, знание – сила. Буквально нам паж показан, который не смотрит вниз. Но вот где-то и карта нам говорит, не смотри вниз, не оборачивайся назад. Иначе мы как будто потеряем равновесие, как минимум. И лампочки, которые в виде воздушных гелевых шаров, которые придают нашей девушке равновесие, это тоже прояснять хорошо. Значит, у вас какой-то период, может быть, самому себе или самой задать некоторые вопросы, куда же я иду. Но, может быть, будет еще и важно не отказаться скоропалительно от каких-то отношений. Все-таки у нас присутствует тоненькая жердочка. И нам нужно как будто пройти вот этот участок над обрывом, да, между двумя скалами. И буквально 2 шага отделяют одну от другой. И если мы не смотрим вниз, а словно находимся на своей волне, тогда мы сумеем это сделать. С другой стороны, может быть, какой-то вопрос вы будете прояснять документально, искать конкретно информацию. Да, это личная жизнь. У кого-то это может быть связано с делами, с вашей работой, с переездом, релокацией. Потому что по этой карте конкретно выбор правильного направления. Даже не только выбор, а мы меняем это направление. Мы до этого думали что-то одно, а теперь мы понимаем и говорим себе честно, откровенно, в чем мы ошибались. И, может быть, словно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Я такое тоже не исключаю. Но у каждого какие-то свои будут задачи. Но прояснять явно, даже по отношениям, к примеру, добрый период. Ведь гармоничное время июня дает возможность глубоких разговоров. Глядя в глаза, на чистоту, откровенность, по крайней мере, вы будете знать точно. Не додумывать, как известно, мы там, как начнем философию вот эту внутреннюю, мы сами не знаем, к какому решению мы придем. Поэтому будьте добрее, милосерднее к самим себе. И если есть какая-то запутанная история или как лабиринт по личной жизни, значит, здесь вот это время июня расставить все по местам, понимать, к чему идут отношения, может быть и так. А у кого-то это может совпасть, для тех, кто в паре, может быть, известие от ваших детей, может быть, даже взрослых детей. А может быть, я допускаю, кстати, и такое. Кто-то из вас буквально ударится в учебу. Вас заинтересует какой-то проект, который имеет долгосрочные перспективы. И вы с головой в это уйдете.
потому что вам это будет нравиться. Вы будете этим гореть. Вы для себя не просто перспективы будете видеть, а новое качество жизни, реальный какой-то старт. И кто-то из вас в личную жизнь, ну, может пустить по боку, как будто вот я этого не отрицаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.